Привет! Из-за пандемии коронавируса самоизоляция – это самая актуальная тема на сегодня. А обеспечивает эту изоляцию, конечно, архитектура. Изначально люди изолировались от непогоды и диких зверей, потом от других вражески настроенных людей. А сегодня нам нужно ограничить социальные связи, чтобы уменьшить риск передачи вируса. В видео «Криминальная архитектура Зен» рассказывается о негативных последствиях изоляции жилого комплекса Зен в Палермо. Его архитектор Витторио Григотти умер от коронавируса в прошлом месяце. Здесь ссылка на этот выпуск. Но может ли изоляция иметь положительное влияние на общество? Это Walden 7, экспериментальный проект Рикардо Боффило, в котором он воплотил свои ранние идеи по поводу строительства жилья, решающие проблемы современного города. С первого взгляда жилой комплекс не похож на что-то человеческое. Рабочее название проекта было «Город в космосе», но официально его назвали Walden 7 по имени общины из книги «Утопии» американского психолога Беренса Скиннера. Он предлагал аналогичные утопии до Walden 6, а седьмой Walden должен был стать реальностью. На концепт здания книга оказала влияние, поэтому расскажу о ней чуть подробнее. В ней описывается община примерно в 1000 человек, и она практически самодостаточна. У нее есть свое производство сельхозпродукции, одежды, мебели, стройматериалов, своя медицина, образование и развитое искусство, музыка, театральные группы, живопись. Одеваются члены общины со вкусом, интереса к политике, алкоголю и курению не имеют, читают, работают по 4 часа в день, много отдыхают и чувствуют себя свободными. Ребенок, который рождается в Уолдене, практически сразу находится не с родителями, а в общем здании. Заботится о нем персонал и оборудование. Дети принадлежат всей общине. Это позволяет быть счастливыми даже тем, кто не может их иметь. Также и взрослые, а не только родители, принадлежат всем детям. Это позволяет им брать пример с тех, с кого им самим хочется. Это убирает различия между семьями и в принципе институт семьи как устаревший. В Уолдене поощряют раннее рождение детей. Девушка, которая к 21 году родила уже 4 детей, может быть полностью свободна от деторождения и заниматься только работой и саморазвитием. С внешним миром община контактирует часто, но только по мере необходимости. Детям устраивают экскурсии в города, чтобы они видели достоинства и недостатки другой цивилизации. С раннего детства жители Уолдена учатся относиться к своей работе с удовольствием, уважением, терпимостью и самоконтролем. Они не ждут похвалы и не хвалят других, что в принципе входит в корпоративную этику в Германии сейчас, но звучит не так реалистично для постсоветских стран. Конечно, эта утопия не выдерживает никакой критики, но то, о чем фантазировал Берес в 1948 году, воплощается уже сейчас. У людей появилось больше свободного времени, они занимаются любимым делом, задумываются о загрязнении окружающей среды, появилась мода на здоровый образ жизни. И вот Рикардо Боффило вдохновился некоторыми из идей этой общины и решил их перенести в архитектуру Walden 7. Чтобы придумать и разработать новое видение современного жилого комплекса, он ушел от влияния городской среды в Алжирскую пустыню вместе с командой архитекторов, социологов, экономиста, поэта и литературного критика. Мне не очень понятна роль Мануэля Яновского в этом проекте. И вообще я удивился, когда ресерчил эту тему и наткнулся на его имя, связанное с проектом Walden 7. Правда, на его собственном сайте. Также он там пишет, что он был партнером и сооснователем студии Рикардо Боффило Taller de Arquitectura. Хотя на официальном сайте офиса его имя даже не упоминается среди участников первого состава бюро. Мой скептицизм взялся не на пустом месте. Дело в том, что по проектам Мануэля Яновского построено несколько гигантоманских домов в Севастополе, где я родился. Также он предлагал градостроительную концепцию для севастопольского района Инкерман. По поводу этого проекта мне даже пришлось как-то дискутировать с его женой, которая по счастливому совпадению работала в КИСИ, где я учился. А дискутировать там было по сути не о чем. Это был даже не проект, а скорее абстрактная поверхностная идея с то ли христианским, то ли нацистским крестом, заложенным в основу плана. Обращу внимание также, что презентация была сделана на мраморном фоне.
Возвращаясь к Уолдену. Это 18 башен. Середина каждой смещается так, что они то соприкасаются друг с другом, то образуют проемы. И все вместе представляют вертикальный 16-этажный лабиринт вокруг 7 взаимосвязанных дворов-колодцев с внутренними лестницами, напоминающими работы Эшера. Башни сложены из модулей площадью по 30 квадратных метров. Эти модули поодиночке или группами образуют около 450 квартир, как и в книге, примерно для 1000 жильцов. Ячейки могут объединяться друг с другом по вертикали или по горизонтали, поэтому сказать точное количество квартир сейчас сложно. Проект также включал сценарий управления домом и стиля жизни его жильцов. Для них устраивались вечеринки на крыше дома, а днем там можно было купаться в одном из 2 бассейнов, ну или просто проводить время в приятных общественных пространствах с видом на море и аэропорт. Проект позиционировался как недорогое социальное жилье. Находится он на окраине Барселоны в маленьком городке Сен-Жус-де-Сверн. Жильцов привлекали туда именно идеи жить в общине. Walden 7 никогда не имел центрального владельца, поэтому сами жители несут ответственность за то, как здание управляется. Решения они принимают на коллективных собраниях, тоже как в книге. Вечеринки на крыше уже в прошлом, но жители до сих пор организовывают летний кинотеатр в одном из внутренних дворов и играют в пинг-понг за общими столами. Первое, что нам бросилось в глаза, это очень маленькие окна. Во всех квартирах недостаточно света. До того, как это здание получило статус памятника архитектуры, окна расширяли, то есть их делали в 2 раза больше, выбивали бетон, ставили туда новые окна. Сейчас это не разрешено из-за статуса. Средняя температура в Барселоне зимой днем 15 градусов, ночью 9, а летом 29 градусов и палящее солнце. Такие узкие окна и были сделаны для того, чтобы сохранить прохладу внутри. Но, как показывает реальность, архитекторы перестарались. Люблю случаи, когда жизненные реалии модифицируют дизайн, прям как здесь. Еще по оригинальному проекту ванна в квартирах должна была быть открытой и располагалась посередине. Но, конечно, большинство жителей оттуда ее убрали. Внешний фасад облицован терракотовой керамической плиткой по цвету алжирской пустыни, где разрабатывался проект. Но плитку приклеили на неподходящий клей, и она начала обваливаться. Это обыграно в фильме «Двуязычный любовник» с Хавьером Бардемом. Адьос! Прощайте. В 1990 году фасад начали ремонтировать. Ну как, оставшуюся плитку позбивали и просто покрасили бетон краской. Сейчас плитку заменяют на новую. Вот здесь видно, что плитка переложена, она новая, а эта плитка оригинальная. Изначально был задуман комплекс из 3 таких зданий, но местный банковский кризис помешал этому, и Walden 7 остался один, вместе с цементным заводом, который Рикардо Бофил превратил в свой дом и студию. Идея о том, что среда может влиять на то, как мы себя ведем, когда-то была фантастической, но Walden 7 осуществил ее в реальности. Сохранившаяся община не совпадает со своей книжной моделью, но приверженность идеям Уолдена до сих пор удерживает их вместе. У меня с Димой получилось поговорить с несколькими жителями. Одни говорили, что это необычное, приятное место для жизни, а другие просили меня как архитектора не проектировать ничего подобного. Владелец этой квартиры сказал, что он очень доволен жизнью в этом доме, хотя даже здесь есть свои проблемы. Высокие цены на коммунальные услуги, при том, что цена за аренду квадратного метра ниже, чем любое другое здание в этом районе. А мужчины и женщины, которые владели, как они сказали, несколькими квартирами, но на нижних этажах, были абсолютно недовольны. The main place of these houses or the flats, they come no light in the whole day. Дело было не в главной задумке Уолдена, а прозаично в количестве дневного света, который попадал в квартиру. У довольных жителей квартира находилась на верхних, хорошо освещенных этажах, а у менее довольных на нижних. Соответственно, туда света попадало меньше, и радости было тоже меньше. Если вернуться к тому, с чего начиналось видео, коронавирусу, я думаю, что он положительно повлияет на развитие архитектуры жилых зданий. При проектировании больше внимания будет уделяться ментальному и физическому здоровью будущих жильцов. Это значит, что повысятся стандарты пассивной вентиляции, солнечного света, влажности в квартирах. Более осознанно будут подбираться материалы. Оптимизм.
До недавнего времени в Walden 7 проводились официальные экскурсии, но сейчас они приостановлены, еще до пандемии. Поэтому сейчас попасть вовнутрь можно через кафе бар-кафетерия Munoz. Оно находится с южной стороны комплекса. Нужно заказать кофе, попить его внутри, потом пойти в уборную, а справа от нее будет дверь во внутренний двор Walden 7. Не благодарите. Спасибо всем, кто подписался на канал Архитрип, а я по-прежнему буду рад каждому новому подписчику.